Добрый день, друзья! У меня есть вот такая коробочка. Досталась она мне за 3 сотни. Я считаю, это отличная цена. Ну, в принципе, все поняли, что здесь находится. Пока у меня есть немного времени, вот в преддверии, предвкушении отпуска, я на это очень сильно надеюсь. Блин, канал стоит. Куча железа лежит в ящиках, блин, топорики. Но вот появилось немножко времени. И я хочу заняться, потому что это меньше сил забирает и времени, хочу заняться вот этим аппаратиком. Значит, у нас, мне это досталось вот так целиком. Это мы пока в сторону. Оригинальный, естественно, кожаный чехол. И здесь есть у нас документики даже. Сам фотоаппарат у нас 62 год. Это у нас, ну, это тоже типа паспорта, наверное. Хотя нет, это как бы просто как бы этикетка. А вот здесь написано, что даже паспорт. Фотообъектива 26М и у нас точно также 62 год. Это любопытно, потому что он мне достался, можно сказать, как неким таким с документами, как говорится. Давайте его откроем и освободим сразу. Освободим. Так. Откручиваем это дело. И немножко поговорим о нем. Чем любопытен этот аппарат? Это у нас FAT3, понятно. Все соответствует, как на коробке, он с документами, можно сказать, в оригинальной упаковке. Не знаю, может быть там что-то было еще в этой коробке, но что мне досталось за 3 сотни, то досталось. Чем он любопытный? Он любопытный тем, что он не курковый. Ну, то есть, я видел до этого FAT 3. Именно курковый, то есть стандартно курок, щелкнули. А здесь оно как будто это второй или даже первый, вот оно вот так вот натягивается, пленка и производится щелчок, то же самое. Честно говоря, ну, блин, я не настолько именно самими фотоаппаратами увлекаюсь и немножко был удивлен, потому что выглядит он как будто это второй FAT. Но на самом деле это 3. Ну, да ладно, тушка в классном состоянии. Как мне кажется, понятное дело, я там не все выдержки не отбивал, не смотрел на состояние шторок, всего остального. Мне это не нужно, потому что я на пленку в свое время отснимал немножко, набил себе шишек, и пленкой заниматься я не хочу. Это очень дорого в наше время. Если ты не профессиональный фотограф, который получает просто колоссальные бабки за эту пленку, я как любитель свое отпахал. То есть там 3-5 пленок я отбил, набил шишек, получил дерьмовые фотки и подумал, что это выложил много денег и подумал, что это не мое. Меня сама тушка не интересует, но пусть она будет, она классная. Я ее как украшение оставлю или, может быть, сделаю там какой-то ночник. Ну, кто его знает, подумаю. Она, блин, она классно выглядит. Это. Или, знаете, для фильма тоже реквизит. Меня интересует этот объектив. Тушку в сторону. Она пока не нужна. По объективу. Стандартно FAT. Номер ничего не означает. Ну, понятно, я уже понял. Я вначале подумал, что он 76-го года. Нет, он не 76-го, он 62-го. Значит, это номер, ну, по порядку или там отчет от какой-то даты. Неважно. Так, 26-й, значит, у него и Industar 26M. M это означает модифицированный. В чем модификация, не могу сказать. Наверное, это модификация по сравнению просто с 26-м. 2,8 у него максимальная открытая диафрагма, 52 фокусное расстояние. Ну, все по стандарту, они бывают еще 53. Вообще, как бы, неважно. Так, у него нету буковки P. Но это не означает, что у него не было просветления. У него однослойное, вот оно малиноватое, вот видно, малиноватое такое. Немножко просветление, однослойное. А он 60-х готов, и это означает, что у них уже почти на всей, ну, наверное, даже на всей оптике уже было просветление. И поэтому они перестали писать буковку P. Поэтому для тех, кто еще не знает, и опять же, это вот такие слухи на барахолках ходят в интернете, что если буковки P нету, значит просветления нету. Ребят, это не совсем так. Дело в том, что когда вот только-только поднимали в послевоенное время производство, нужно было страну поднимать и так далее, это, то есть конец 40-х годов, там действительно буковкой P красненькой обозначалось, это до 60-х годов, то есть это 50-е также, обозначалось, что просветление имеется.
оно все было просветленное. Ну, то есть имеется в виду, что там, где буковка П, там просветление было. Если бы буковки П не было, значит просветления не было, но это только оптика ранних годов, то есть это с конец 40-х и там до, ну, не знаю, может быть, середины 50-х, хотя я видел объективы 60-го года, на которых буковка П есть. Поэтому это все как бы оно имеет временные немножко тонкости. И после 60-х уже просветление даже у нас однослойное, да, оно однослойное, но у нас оно там до 80-х однослойное было. Имеется в виду советская оптика. Японцы и немцы, конечно, они немножко были в этом отношении, ну не то, что там продвинутые, но просто они в этом развились быстрее. Вот, а мы у немцев позаимствовали. По крайней мере схемы, то есть вот это вот у нас стандартный тесарчик. То есть это Карл Цейс Тесар. Да, упрощенный, да, там скопированный, да, там удешевленный, ну как бы то ни было. Он довольно резкий. Вот такая история. Поэтому то, что буковки П нету, не обращайте на это внимания. Если 60-е годы, значит у него однослойное просветление. На таких многослойного просветления вы не увидите нигде. Я не знаю ни одной такой оптики. Может быть, была какая-то экспериментальная, которая сразу загнулась. Но так как это считается дешевым сегментом, относительно, ну, понятно, было еще лома, всякие там эти, господи, Вилли, авто, я, честно говоря, даже не хочу об этом говорить, это, блин, ну, все, давайте опустим тему. Это ты набирал 10-20 ящик самой дешевой оптики и просто шел херячить кадры, и из 10 там 2 получались прикольные. Ну, я, образно говоря, опять же, старшее поколение мне рассказывало, как оно работало с этими сменами, там какие там были иликоны, ну что там именно такие были, компакты, такие компакты пленочные. Так вот, я люблю 26М. То есть я люблю эти объективчики, и что мне у них нравится? Мне нравится то, что у них плавная диафрагма. То есть она не ступенчатая, она плавная. Это удобно для видео и, ну, вообще на самом деле удобная вот эта вот штука. Она прям довольно удобная. Понятное дело, здесь не надо будет повозиться. Вот. Но единственное, конечно, по сравнению вот с этим пацаном, вот у меня есть такой радужный, он такой у нас переливается всеми цветами, ЛДшка, и она, скорее всего, все-таки вот 90-х годов, 94-го года, вот она, конечно, будет более жгучая, но это уже лантановые, то есть ЛД означает лантановые линзы дальномерные. То есть лантановые линзы новые, они уже были более резкие, более контрастные и так далее. То есть все-таки по техническим характеристикам вот этот пацанчик получше будет. Вот я его уже разобрал, смазал, ну просто мне как-то лень было видео писать. Он в идеальном состоянии, поэтому там нечего было в принципе разбирать и ковыряться, я его просто вымыл, да, пересмазал. Вот, но он прикольный, он прямо прикольный. Этот, конечно, у него немножко более будет мягкий, более такой смазанный, у него будет хуже контраст, но как бы то ни было, я 26-е люблю. У меня есть еще поводковые, и, наверное, я сделаю отдельное видео по поводковому, потому что тот, который я реставрировал за 150 рублей, рубчика, он тоже вот с вот таким кольцом, то есть таким, ну, шестереночным. А мне хочется поводковые, потому что там, ну, небольшие отличия есть в конструктиве, кто-то может натупить. А мне хочется, чтобы, ну, на ютубе были все варианты. Итак, что нужно сделать конкретно с этим объективом? У него, вот вы уже, наверное, заметили, у него грибок, и притом нехило так у него грибка внутри, он все в грибке. Его, значит, нужно будет полностью разбирать до каждой линзочки. Это геморройно, ну, слушайте, а что делать? То есть у него грибок, нужно будет 100% потрошить его просто до болтика, каждую линзочку вытаскивать и протирать ее от грибка. Так, нужно будет немножко пересмазать колечко диафрагмы, там есть болтик, нужно будет его смазать. Тут довольно простая, как бы, механика, болт закрутил, и оно пошло. Нужно будет, естественно, его пересмазать, потому что оно все высохло уже и рывками. Вон видно, как торчит засохшая смазка, она вся засохла, все уже сыпется. Такое. То есть, естественно, его нужно будет с нуля, вот оно рывками. Для видео, так как я все-таки хочу себе создать парк оптики для учеников, для видео, мне хочется создать какой-то парк идеальной оптики и всевозможных. Таких 5 набрать, там, не знаю, таких 5 набрать, каких-то там Юпитеров 8 набрать. Конечно, если я наберу Юпитера, я вот это все выкину.
Ну, потому что Юпитер круче, мое мнение. 8 имеется в виду. Та же Полтина, грубо говоря. Но он светосильный, у него занаровский рисунок бомбезный. Да, он не такой резкий. Спорить не буду, что он не такой резкий, как схема Тесар. Ну, ребята, как бы. Зато киношная картинка такая мягкая, софтовая. И резкости там хватает с 4, уже резкость там замечательная. Поэтому, ну, как-то так. Так, ну что, давайте будем потихонечку его разбирать. Так, давайте его разбирать. С чего начнем? Давайте открутим колечко. Вот болтики. Они запаянные, закапанные краской. Давайте открутим колечко, которое держит вот у нас хвостовичок с резьбой. Кстати, тоже он болтается, и это в пределах нормы. Видимо, это у них по факту конструкции, то есть и вот точно так же. Для видео это не совсем хорошо, но так как это фотообъективы, понимаете, в чем разница? То есть вот он, фотообъектив, неважно, что идет шевеленка вот этого хвостовика. Это, ну, не имеет значения, потому что фокус, он как бы ты фокус сделал, щелкнул, фокус сделал, щелкнул, а тебе не нужно его в реальном времени вот так вот двигать вслед за человеком там и так далее. Вот почему плавность фокуса здесь имеет, ну, просто безумное значение для съемки видео. Так, ладненько, давайте, погнали. 3 болта, вот они, 1. Да, еще. Давайте сделаем все-таки пометочку, чтобы это кольцо идеально на свое место поставить. Вот берем, как это сделать. Вот у нас есть красная линия. Вот. Берем и, допустим, мы прикидываем. Вот здесь есть слева от красной линии. Вот у нас есть болтик. Давайте мы колечко вот сделаем маленькую рисочку. Вот здесь вот нацарапаем. Вот так. Вот у нас есть царапинка. Вот царапинка. И когда мы будем собирать, никто даже не обратит внимания на эту царапинку, и вообще это не имеет никакого значения. Но мы будем понимать, что колечко именно вот в этом месте должно стоять слева, вот от этой красной линии. И мы ее даже поставим, потому что бывают такие моменты, опять же, оно где-то ронялось, где-то стукалось. Это колечко может быть не идеально круглое, и когда ты ставишь его не на свое место, начинают притирать вот эти вот все кольца, начинают просто не на своем месте, они начинают выделываться. Поэтому давайте попробуем идеально поставить. Все, сделали царапку, и теперь мы 100% поставим его вот как бы в положении на метр. Положение на метр, красная линия, и вот царапинка. Вот она, вот, видно ее. Вот она. Все. Точно так же в конце, когда мы будем соединять, выставляем в положение метр, красная линия, царапинка. Все, погнали. Так. И точно так же немножко всю эту... Ага, вот встал. И погнали. Эти болты обычно более-менее откручиваются. Ну и здесь добиваем тоже этот болтик. Или закапан смазкой, почему-то прям такой подубитый. Снимаем шайбу. Ну, здесь очень легко. Все, кидаем. Далее. Так. Это точно так же. Просто у нас снимается. Вот эта вся сохшаяся, эта вся смазка. Вот ее надо будет удалять. Обнажился стопорной винт. Его пока я трогать не буду. Я посмотрю, что там внутри. Будем снимать с вами вот это колечко. Вот стандартно. 3 болтика маленькие. И погнали. И вот он пошел. И аккуратненько его вынимаем. Состояние тут неплохое. Но нужно разобрать его полностью. Тут ничего не поделаешь. У него грибок внутри. Поэтому все. Снимаются они вперед. Да. Давай. Ага. Есть. И у нас тут наш геликоид. Видно уже следы, как вот оно от застывшей смазки продирало. Вон, видно белые следы. То есть вообще, честно говоря, плохо смазанный. Вот что бывает, когда плохо смазанный. То есть он начинает просто крошить, ломать, точить вот этот сам геликоид, потому что он алюминиевый.
Ну, то есть он очень такой мягкий. Поэтому, если вы видите, что стекло вообще не смазано, лучше его туда-сюда вот это 100 раз не гоняйте. Пересоберите. Да, может быть, какие-то идиоты уже там смяли геликоид. У меня таких много, где оно уже все, оно уже подсмятый. Но если у вас есть возможность, лишний раз это туда-сюда, вот, разберите, смажьте, а потом уже гоняйте сколько угодно. Но давайте мы вначале выкрутим вот эти 3 болтика. И полностью отсоединим линзоблок, часть, от механической. Один из них, помните, будет длиннее, это тот, который идет насквозь и соединяет их между собой. Механическую часть и линзоблок. Откручиваем. Вот этот у нас нет такой же. Ага, вот он, все. Ну, я его потом найду. И у нас все замечательным образом должно. Ага, и просто берем здесь шайба. Я ее уже сорвал. Нет, не сорвал. И начинаем выкручивать шайбу, которая дополнительно держит. То есть оно держится здесь на 2 вещах. Если в ЛДшке оно соединяется просто вот этой вот шайбой, которую я сейчас выкручу, вот эта шайба, то в 26-м, запомните, оно соединяется, если вы там разбирали там ЛДшки или там И61, который соединяется только вот этой вот шайбой, и потом вы выкрутили шайбу и пытаетесь вырвать, вы, скорее всего, сомнете, у меня была такая история, сомнете вот этот длинный, который вот соединяет насквозь. Вы его просто сомнете, и вам нужен будет сразу другой. Поэтому очень аккуратно. И когда я видел, есть видео на ютубе, где человек, ну типа, разбирает одно и говорит, все остальные также разбираются. Ребята, это не совсем так. Ну серьезно. Они они все немножко отличаются. Поэтому здесь будьте аккуратны. И вот у нас все. Отдельно у нас механическая часть. И отдельно у нас, ее мы пока оставляем в покое, диафрагма и линзоблок. Выкрутили все эти болтики, разобрали, занимаемся чисто механической частью. Вот здесь у нас нужно выкрутить один стопорной болт, и вот там вот в серединке, вон он светленький, второй. Я вот это кольцо среднее трогать не буду. Ну, я просто помою это, вот вытащу вот эту вот часть и помою в обезжиривателе все вместе. Я его вообще стараюсь не трогать лишний раз, хотя оно снимается, ну просто берется и снимается. Если у вас оно или выпадет, или вы захотите снять, просто как не ошибиться, вот запомните положение красная линия, вот она, и положение вот, где болтики. Красная линия и болтики, то есть оно должно быть примерно на линии, вот здесь оно немножко, получается, идет правее вот этих болтов. И вы уже дальше просто по дырочкам состыкуете. Это как не ошибиться, всегда по красной линии имейте, как вот это кольцо посадить обратно правильно. То есть, смотрите, вот у нас есть дырки, даже если у вас еще не закрученные они будут. Вот есть болтики, вот есть красная линия, вы понимаете, помните, что она должна быть немножко ниже, и дальше просто состыковываете по дырочкам. И вот так вот чпок, и оно все встало. И погнали. Все, он поддался очень легко. Выкручиваем один. Запоминаем темный снаружи, вон тот вот светленький внутри, чтобы не перепутать. И точно так же у нас, сейчас мы как-то туда подберемся. Вот если только вы не можете подобраться, тогда снимайте вот эту. Наверное, мне и придется ее снять. Зараза, ее еще и не так-то просто снять. Да. Они обычно хорошо залипают, вот эти вот части. Ладно, сейчас я попробую чем-то поддеть. Итак, я снял это колечко. Прикипело просто намертво. Вот почему его лишний раз не трогать, если есть возможность. Еле сорвал его. Все, у нас вот этот болтик второй стопорной сразу появился. Очень легко. И берем его, откручиваем и уже все это дело снимаем. И просто берем теперь, ну и выкручиваем по стандарту. Все. Это все на мойку теперь.